Добрый день, дорогие друзья! У меня зацвел клеродендрум госпожи Томпсон, и сегодня я хочу ответить на ваши вопросы по этому цветку, поскольку у меня уже несколько роликов посвящено его обрезке, выращиванию. И вот сегодня я хочу ответить, наконец, на ваши вопросы, поскольку они накопились. А вырастить такой цветок, его с одной стороны и просто, а с другой стороны происходят какие-то мелочи, досадные мелочи, не зная которых мы испытываем разочарование. У нас не получилось укоренить, или он не цветет. Давайте вместе разберемся, почему это происходит. Итак, я обращаюсь к компьютеру и читаю ваши вопросы. Например, такой вопрос. Вот Оксана Л. задает следующий вопрос. Он касается не напрямую выращивания клеродендрума, но ведь мы все хотим знать историю этого цветка, с какими мифами, поверьями он связан. И вот она спрашивает: дерево судьбы, а в другом видео невинная любовь. Мне задарили как цветок любви и счастья. Кто во что горазд? Конечно, кто во что горазд. Ведь в каждой местности, где вырастает какое-то растение, оно непременно связано с местными поверьями, с местным менталитетом. Но я вам рекомендую не останавливаться ни на чем и посмотреть, а какой же символ и что означает он именно для вас. Потому что один мужчина написал, что вот бабушка называла этот цветок пионерчиком. Представляете? А что, действительно похоже? Белая рубашка, красный галстук, пионер. И потом на дворе март, а он, посмотрите, как бурно цветет, буйно уже цветет. Действительно пионер из всех цветов. Еще ни один цветок не вошел в силу, а он уже нас радует. И сейчас я включу, пускай он потихонечку шуршит и вращается. Я люблю, когда что-то движется. Итак, дальше. Ольга Дмитриева. Ольга, спасибо за ваш вопрос. Вы пишете: сколько раз я пыталась укоренить побеги, никогда не удавалось. Все гибли и корни не давали. Ольга, что ответить на этот вопрос? Пытайтесь еще раз. Укоренение – это для растения мистический, тайный процесс. И для того, чтобы он укоренился, надо организовать ему пространство для этой тайны. Например, возьмите, видите, меня клеродендрум закрывает, он говорит: я такой таинственный, создайте мне тоже тайну. Так вот, оберните черным полотном стаканчик с водой, в котором вы стараетесь укоренить клеродендрум. А так растение быстрее пустит корешки. Потом в магазине продается корневин. Вы можете добавить в стаканчик с водой немножко этого вещества, совсем капельку, совсем немножко. И посмотрите, возможно, он будет расти. Потом не оставляйте целиком листья, потому что лист требует влаги, очень большого сокодвижения. Он будет тянуть из растения соки вверх себе на питание, а тогда как растению в данный момент нужно пустить корневую систему. Поэтому просто подрежьте лист наполовину или даже на 2/3, оставив самый маленький кончик, чтобы в нем шли процессы фотосинтеза, и лист мог, наоборот, отдавать растению свои питательные вещества для того, чтобы оно могло выпустить корни. А корни для растения, как говорят ученые, это их разум. Представляете, на самом кончике корешка находится разум растения. По крайней мере, вот так вот они говорят. И при помощи кончиков корешков
Растения могут общаться друг с другом, передавая им какие-то сигналы, подобно нейронам в головном мозге человека. Вот ведь как! Это удивительно, удивительно. Поэтому, говорят, существует, например, биоценоз леса. И если мы вырубили какие-то растения, например, взяли все елки, повырубали, посрезали, смотрим, и дубы начали чахнуть, и какие-то травы перестали расти, а нету вот этого. Или поступил гибельный сигнал: мы погибли, опасность, бежим отсюда. Видите, как все в природе взаимосвязано? Это удивительный мир растений. И поначалу в молодости меня больше интересовали люди, а сейчас не только люди, а еще и то, что нас окружает в этом мире, и то, что растет. Это тайна. Итак, ладно, дальше. Ольга, я надеюсь, у вас все вырастет. Вы можете также просто срезать черенок и укоренить его в песке. Но поставить его в песок нужно под углом примерно 30-40 градусов. Таким образом, вот такое расположение растения, оно стимулирует рост корней. Не вот так вертикально ставьте в песок, а вот таким вот образом. И постарайтесь прикрыть 1-2 междоузлия. Оставьте на поверхности 3-е междоузлие, то есть срезаем черенок с 3 междоузлиями. 2 погружаем в песок, а 1 оставляем на поверхности с небольшим, буквально небольшой верхушечкой, с обрезанными листиками, опять-таки. Не полностью, а чтобы осталось 1/4, 1/5, 1/3 листика. Все. И закрываем контейнер для того, чтобы там была своя атмосфера, была своя влажность, и чтобы внешние условия не могли бы губительно повлиять на это растение. Ведь для того, чтобы вырастить нечто, нужно терпение, уверяю вас. Ой, сейчас я сбегаю и принесу вам лавр и покажу, как я его посадила вот таким же методом и что с ним происходит. 1 секунду. Вот смотрите, вот оно, таинство, зарождение новой жизни. Это коробка от рулета, обыкновенная. И вот мой лавр. Мне принесли 2 черенка, и я их просто прикопала в вермикулит. Поскольку зимой песок сложно где найти, ну он есть, но он грязноватый. А вермикулит, или возьмите песчаную смесь из магазина, из цветочного, она прокаленная, и у вас не будет проблем с гниением, с плесенью, хотя бы первое время. Вот. А вермикулит, он на постоянной основе губительно действует на всякую плесень. И вот что у меня получилось. Видите, появились новые росточки. Это означает, что где-то уже есть корешки. Растение прижилось и начинает жить. Но я пока что не снимаю, поскольку ранняя весна, от окна еще веет холодом, а солнышко необходимо, поэтому он стоит на подоконнике, но прикрытый крышкой. И иногда я сбрызгиваю смесь из пульверизатора. Да, кстати, все растения очень любят, когда их поливают. И вот цветущий клеродендрон не исключение. Поэтому просто берете опрыскиватель и по листикам. Цветочки не надо. Цветочки очень нежные создания, и они любят, чтобы вокруг была влажность, но капли, чтобы на них не попадали. Поэтому аккуратненько по листикам сбрызгиваем наш клеродендрон. Вот он какой красавчик.
Хорошо, Ольга, я думаю, наконец-то у вас клеродендрум приживется и порадует вас. Я думаю, я достаточно рассказала, как его укоренить. Дальше. Любовь Пиунова спрашивает, вот вы обрезали, и когда они примерно должны зацвести? Дождались цветения в 2018 году, и когда, а чем вы подкармливаете? И все виды так подрезают клеродендрумом. Ну, давайте начнем. Как скоро клеродендрум зацветает после обрезки? Если обрезать клеродендрум вовремя, а вовремя это прекращение вегетации примерно в ноябре-декабре месяце. То есть, когда клеродендрум перестает давать новые побеги, вот, тогда самый раз его и подрезать, и пересадить, возможно, если он у вас растет в маленькой емкости. Итак, подрезаем в ноябре, а в декабре он уже начинает давать новые веточки. И вот именно на новых веточках, на свежих веточках возникают соцветия. Он у меня уже в феврале дал свои мелкие беленькие цветочки, и потом они начинают медленно-медленно развиваться, и в марте, видите, он уже в полную силу цветет. Цветет клеродендрум достаточно долго. Ну, в этом году он у меня так одновременно быстро расцвел. Я думаю, до лета у него сначала облетают вот эти красные цветочки, которые находятся внутри белых околоцветников. Вот. А потом белые околоцветники начинают превращаться постепенно в сиреневый цвет. И куст очень долго стоит с этими сиреневыми соцветиями, и это тоже очень красиво. Итак, любовь. То есть зацветает после обрезки месяца через 2. Вот так вот я вам скажу. Это уже в 2018, то есть осенью, поздней осенью, перед Новым годом я его обрезала очень хорошо. И вот март месяц, в феврале появились соцветия. То есть месяца через 2-3. Все ли виды подрезают клеродендрумов так, как я вам сказала? Но вы знаете, вот клеродендрум госпожи Томпсон, он, например, может плестись. И некоторые предпочитают обвивать клеродендрумом Томпсона лоджии или дополнительные устраивать им подтяжки из веревок. Но я так не очень люблю, потому что это мешает содержать квартиру в чистоте. А вот горшечный вариант меня очень даже устраивает. И поэтому я его радикально подрезаю. Хотя можете не подрезать, и он тоже на новых свежих побегах он будет цвести. И их будет очень много. Так, чем подкармливать клеродендрум? Подкармливать, как обычные цветущие растения. Купите агриколу в цветочном магазине с преобладанием в составе калийной составляющей, не азотистой, потому что азотистая помогает цветку вегетировать, то есть выпускать новую зелень. Вы можете азотистым удобрением в самом начале удобрить, когда вы подрезали клеродендрум и увидели, что он начал давать новые побеги. Вот тогда азотистым удобрением, но буквально через раз-два уже начинайте подкармливать удобрениями с преобладанием калийно-фосфорной составляющей. В магазине можно проконсультироваться у продавцов, консультантов, цветоводов. Они вам подскажут, какое удобрение лучше взять для цветущего растения. А на пачках прямо написано «для цветущих растений». Так что любовь,
дерзайте. А вот по поводу, как подрезают остальные виды клеродендромов, я не знаю, но я думаю, что, наверное, подрезают как-то. У меня только клеродендрум госпожи Томпсон. Ну, помимо него, потому что есть еще другие цветы. Но если бы попались красивые, я бы непременно приобрела. Итак, Надежда Тунгусского пишет, как жалко, такую красоту срезали. Надежда, я с вами вполне согласна, что очень жаль, когда приходится срезать красивую пышную зелень после того, как клеродендрум отцвел. Но выбираем. И у меня есть видео, которое так и называется «Я плакала, когда делала это впервые». Вот до чего жалко. То есть я с вами согласна. Ну, что сделаешь? Если, вот пишет, например, Людмила Нефедова, «Добрый вечер, Диана, не появился ли укорененный черенок клеродендрума уолича?» К сожалению, у меня нет клеродендрума уолича, но вы в вашем городе можете сделать запрос по социальным сетям, и, возможно, вам кто-то продаст. Я, например, так для палисадника нашла японскую айву в нашем городе Находка. И если бы вы жили в Находке, я бы вам с удовольствием этот черенок предоставила. Ну, а пересылка – это достаточно дорогое удовольствие. Вот. Хотя, если вам очень надо и вы очень любите, может быть, вам кто-то и перешлет. Я не пробовала, я пересылкой не занимаюсь. Ну, вот, и даже по-польски мне пишет Эльжбета. Эльжбета пишет, что она не совсем все поняла в моем ролике, но ей очень понравилось то, что я подробно показала, и ей было понятно, как подрезать клеродендрум. Спасибо, Эльжбета, за ваше внимание, и я постараюсь делать субтитры на максимальном количестве языков, чтобы вам было понятнее. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что я вам все рассказала про клеродендрум госпожи Томпсон, и вы с удовольствием и с радостью вырастите у себя это великолепное растение. Уверяю вас, качаться в кресле качалки и наблюдать, как оно дарит нам свою красоту, это сплошное удовольствие. А пока всем пока, с вами была Диана. Пишите, обязательно отвечу на ваши вопросы.